Вот прошли сутки, как мы задали дрожжи в наши сусла. Сейчас проверим, начало бродить или нет. Заходим в нашу кубовую пивоварню и смотрим. О, отличненько. Значит, что у нас тут происходит? Хорошая белая пена в виде белых хлопьев. Это процесс, этап брожения называется забел. Так что смотрим на температуру. Температура брожения у нас 17,9. Ну, можно уже немножко и понижать. Понизим ее до 17 градусов. Ну все, еще сутки ждем. Будем потом закрывать. Итак, прошло 48 часов после внесения дрожжей в наше пиво. После забраживания. И посмотрим, что у нас творится в нашем кеге. О. Значит, творится у нас вторая стадия брожения, которая называется крутые завитки. Вот. Значит, пришло время закрывать кег и ставить его на естественное брожение под давлением. Вот. Значит, закрываем и ставим шпунт-аппарат. Так, кег закрыт. Ставлен шпунт-аппарат. Давление выставляю на 1 атмосферу. По прогнозам, пиво будет у нас бродить около 10 дней. Следим за брожением. 4-й день после внесения дрожжей. Шпунт-аппарат строчит как пулемет. Температура в баке бродильном 16,8 градуса. И следующее включение у нас на переливе на вторичное брожение. Итак, подведем итоги варки нашего Вайцена. Для этого нам понадобилось 30 литров подготовленной воды, 3 килограмма солода Пилсен. Еще нам понадобился пшеничный солод своего производства. Кстати, Пилсен я покупал по довольно интересной цене. Ссылки вам покажу, наверное. Еще мы использовали пачку 400 грамм вівсяних пластівців. Также мы использовали хмель, но это консервированный, мы в данном случае пользовались высушенным подзаборным хмелем. Для ароматики мы использовали 1 пакетик кориандра в горошке. Для улучшения pH воды использовали 1 столовую ложку морской соли. Для коагуляции белка после варочки я использовал аналог ирландского мха. Верфлок называются такие таблетки. Они коагулируют белок, и белок весь осаждается на дне варочной емкости. Для забраживания я использовал дрожжи фирмы Mongrel Jack, которая подходит для варки пшеничного пива. Это Mongrel Jack M21. Что касается пауз при затирании. Значит, у нас варилось пиво пшеничное. В пшенице очень много белков. Значит, пришлось производить
затирание многопаузное. Значит, первая пауза, запись засыпи 38 градусов. Это фетаза. При этой паузе значит, сокращаются кислоты, и которые способствуют лучшей работе ферментов. Дальше идет две паузы: 45 градусов, 55 градусов. Это белковые паузы, которые у нас соответствуют по 10 минут. Вот. Белковая пауза, значит, при них разрушаются высокомолекулярные белки, освобождаются аминокислоты, которые нужны для питания дрожжей. Дальше у нас пауза в 62 градуса. Это мальтозная пауза, при которой разрушаются крахмалы на простые сахара, при которых потом выделяется спирт из сахаров и углекислый газ при работе белков. Дальше у нас эта пауза у нас длится 40 минут. Дальше у нас пауза 72 градуса. При этой паузе идет повышение скорости осахаривания нашего сусла и образуются слабосбраживаемые сахара и декстрин. Ну и последняя пауза — это мешаут 78 градусов. При этой паузе прекращается работа всех ферментов. Ну и для варочки нашего пива нам понадобилось кое-какое оборудование, о котором я буду снимать отдельные видики, из которого состоит моя пивоварня, которая находится в 1 кубическом метре хрущевки. Процесс разлива пива и дегустации будет в следующем ролике. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал.